Я когда уезжал, многие уже тоже поняли, что будут уезжать. У нас уже не получится там покайфовать, как раньше. Ну вот у меня был бог за год Софинки. Я пришел, поколол с крутыми типами на одном этаже, и чё? Студия в России делегирована полностью, я вообще ее не трогаю. Мне заниматься по факту больше нечем. Я такой, ну, тогда будем делать татуировки. И мы хотим забрать весь этаж этого здания, вынести стены, чтобы это было сплошное, просто огромное классное пространство лофтовое. Ты работал в Дубае, да? Там все на похуй. Я так не люблю. В Японию съездил, вдохновился? Очень разъемно, прям вообще супер. У вас хочу беспот. Они говорят, нет. Я им показываю Инстаграм, говорю, я не хуй. Они говорят, нет. Тебе нравится геморрой такой, да, заниматься? Да, мне нравится, когда тяжело. Если что-то легко, не надо это сразу же, серьезно. Что с Ютубом? Когда вернешься? Что, ребят, всем привет! Сегодня мы находимся в Дюссельдорфе в студии NBK Tattoo. Сегодня в гостях у нас самый яркий и легендарный представитель тату YouTube в России, директор самых крупных и самых крутых коллективов. Я думаю, со мной мало кто может поспорить. Дима Набока. Привет, Дима. Что, пацаны, здорово? Как добрались? Все четко? Все четко. Что это, вы у меня в гостях так-то, а не Да, я у вас. спасибо, что уделил нам время. Так, мы хотим начать, наверное, с маленькой истории. Как мы выдернули Диму на интервью, заполучили такого занятого человека. Пошел на интервью только Мы за... просто тебе заплатили. За подгон. Заплатили творчеством. Творчеством, да. История, на самом деле, более простая. Я как-то давно начал рисовать портрет, писать портрет Димы. У меня все не было времени его доработать, дописать, добить. Звучит по-гейски, да? Каким ты портрет мужика пишешь, как друга, типа? Ну, ты же не голый. Да, ну, я так до друга чуть-чуть. рисую. Договорились с Димой на интервью, я ему сказал, что я тебе дам интервью, если ты доделаешь работу. Собственно, интервью состоялось. Ну, это примерно так было, не было, типа, что там, давай. Поэтому, Дима... Ебать, а что это такое серьезный прям? А ты очень красиво. Это тебе. Самурай. Ну что, ребят, это смотрю я туда, слушай, от души. Ну, вроде неплохо, вроде похож. Похож, да похож. Куриный там такой чуть-чуть. Да я как будто лучше бы, на фотках вечно какой-то разный. Так что я даже не Слушай, ну претендую. хорошо же, что разный. Зачем быть одинаковым? А я думаю, самый первый вопрос, которого я хотел бы начать, задать тебе. Что для тебя такое NBK? Знаешь, самое тупое, что, короче, мы хотели поменять NBK имя. Когда Прима пришел в коллектив, он говорит, так может мы как бы уже, ну, NBK это ж ты, а может мы сделаем какой-то коллективный нейминг. А я, на самом деле, не был против, тоже об этом думал, но мы начали все вкидывать свои идеи, и никому не понравилась ни одна из идей, так что все ее приняли. И в итоге мы забили. Вообще, изначально NBK это я был один, в помещении сидел в уголку и колол Набока, НБК. Просто без гласных букв. А когда люди начали присоединяться, сначала там 2 человека было, потом 4 или 5, потом где-то стало 13, потом было 20 с чем-то. И, короче, в какой-то момент понимаешь, что это тупо почему-то, что люди все под моим именем как бы выступают. Хотя я не какой-то бренд или лейбл, я просто такой же чувак, как и они, который просто первый там сел. Но менять ничего мы не стали, потому что все соцсети уже были завязаны под это имя. Плюс мы просто ничего лучшего не придумали. Ну и третье, это хоть какая-то логика была, потому что все-таки, ну, я это основал и как-то к этому привязано, и все. Поэтому там ничего не изложено такого, просто я реально ничего лучше не придумал. Но меня бесит, что это путаница, потому что часто отмечают меня вместо студии, потому что NBK Tattoo, NBK Tattoos, это все. Короче, я уже забил. В целом это просто так совпало, что такое название. Слушай, ну прикольно, это получается с самого начала своего пути донес это все, перенес еще и на немецкий рынок, здесь студия открылась тем же неймингом, что все-таки это идет с тобой по пути, по всему твоему творческому. Нет какого-то момента тщеславия, типа, ох, я свое имя там донес, и под моим именем кто-то где-то что-то делает красивое. Я с этого ракурса вообще никогда не думал. Вдогонку сразу вопрос такой интересный. Как получилось собрать под одной крышей таких крутых, сильных мастеров? Здесь или в России? Ну, начиная с России, здесь, что там, что тут у тебя, как бы, я думаю, что любой бы позавидовал такому коллективу. А был кто-нибудь тоже прям с большим коллективом звезд? По-моему, обычно в каждой студии 2 звезды, 3 максимум. Ну, Blackout. Blackout был. Вот только единственный, кто я знаю. Ну, Бэнк в свое время тоже был очень хорош. А еще No Name был в Питере, ну такой. У нас просто было в моменте, думаю, человек 6-7 таких прям нормальных. Прям. Это где? Это В России, да. Я не буду называть, чтобы другие не слышали, что их не назвали, да. Ну, просто все ребята были хорошего уровня, но те, кто прям получалось, их было 6-7, может, чуть побольше, надо вспоминать, но не суть. Мне кажется, это много, потому что обычно те, кто тянут, коллектив их человека 2 или 1 вообще, да, и под него уже идут люди. В лучшем
случай 3. Больше уже обычно никто не дорастает, потому что там люди договориться не могут вечно, и там перестановки, кто-то уходит, приходит. Изначально я не знал, что мы будем собирать каких-то звезд или что-то такое. Я брал просто всех адекватных, те, кто были из новой школы, потому что когда мы начинали, были старички, они делали очень специфичный, у них вообще был подход к работе очень специфичный, мне хотелось немножко отпочковаться. Мне хватило 2 месяцев поработать со старичком и его командой, чтобы понять, что это все очень плохо. После чего я просто понял, что я буду делать такие условия, где невыгодно работать не со мной финансово. Потому что если, допустим, ты будешь делать сам, я скажу условно цифры, там точных не припомню, допустим, там по тем годам тебе бы нужно было 20 тысяч, чтобы существовать адекватно самому. Я думаю, что если я создам все вместе, много мест в одном помещении, это будет как бы оптом, скорее всего, мне оно будет обходиться дешевле, чем 20. А я выставлю все равно эти 20, та разница, которая выходит из того, что я, допустим, ну, к примеру, там, содержу место за 15, за 16, отдаю человеку за 20, ему не нужно париться вообще ни за что. У него за те же деньги, как он делал бы сам, только все помыто, готово, обслужено от другого чувака. И он работает на себя полностью. А разница между тем, что я трачу, что получаю, это то, что моя прибыль. Я просто подумал изначально, что это было бы забавно просто приманить нормальных типов, потому что было ясно, что нормальные типы не будут ни на кого работать. Им нет смысла, у них все готово, у них за ними люди сами ходят, клиенты, плюс у них есть деньги, им не нужно, они ни от кого не зависят, они сами могут во всем разобраться, что-то даже организовать. И это сработало настолько хорошо, что у нас было, в изначальном помещении было 4 места, в итоге через серию расширений у нас была 3-этажная штука с 20 с чем-то людьми. Ладно, там было 2 этажа рабочих, 3-й был творческая мастерская плюс цех, там еще были люди, если их даже считать, то считать человек под 30. Но там не про татуировку, правда, было. 2 этажа с татуировкой, 22-23 человека набрались. И то мы просто перестали уже приглашать, потому что я не хотел расширять именно татуировочную зону, потому что это могло быть неконтролируемым уже, когда слишком много людей, и такой трафик каких-то задач и, не знаю, просто каких-то буквально человеческого менеджмента, что это, художники не легкие. Может сказаться плохо на остальных людях. В общем, я решил не искать этот трэш-холд, куда лучше не соваться в этот лимит, и мы остановились на том, что иногда запихивали по 2 человека в один бокс на какое-то время, либо если бокс большой, но новые боксы никогда не открывали. То есть ты, по сути, завлекал их условиями? Просто деньги. Это просто выгодно было. А здесь работал по той же схеме? Да, но она чуть-чуть не арендная. Здесь у нас, получается, люди платят фикс за отработанный день. Мы не берем процент, мы берем именно фикс. Точнее, мы берем процент, но он лимитный. Мы берем 40%, но как только он упирается в 300 евро, ты больше не платишь. Даже если у тебя был какой-то сеанс за 2-3 тысячи евро, ты все равно дашь просто 300 евро. Соответственно, это менее 15, менее 10% для некоторых. Ты такой процент нигде не найдешь, да, тебе обычно 40, 50, 30, если нормально договоришься, ничего меньше вряд ли. И я подумал, что нужно сделать какие-то нормальные условия, чтобы людям было невыгодно работать самим, потому что мы будем давать за те же деньги все готовое, и обслуженное, почищенное, уплаченное, интернет, и кофе, порошки, все, что нужно, любые расходки, все за тебя, чтобы ты просто делал арт. Просто здесь рынок не позволяет сделать так все лайтово, как в России, потому что здесь все дороже, тяжелее. Короче, организационные моменты здесь, они чуть более трудоемкие. А ты за это платишь, чтобы они свершились. В России все было так, из-за этого не получается делать аренду. Но все равно это очень выгодно. Получается, что те, у кого нормальные сеансы, а у нас в основном все люди более-менее хорошие ребята, которые делают хорошие татуировки, соответственно, у них хорошие цены, и для них это выгодные условия. Ты, получается, выступал же в роли организатора и такого некоторого... Контролил, да, все эти процессы, как бы был смотрящим, скажем так, да, за коллективом. Нет, даже вот в Краснодаре, образно говоря. Я в какой-то момент уже начал все делегировать, и были менеджеры, которые делали всякие микрозадачи, я делал макрозадачи, то есть я, в общем, мог какой-то курс принимать, да, движения, но последовательные какие-то манипуляции, особенно если это что-то было репетативное, естественно, я это не делал, потому что смысл. Перчатки не заказывал со мной. Нет, типа такого, да, то есть я перчатки не заказывал. В какой-то момент ты понимаешь, что мой час работы стоит так, а час нанять менеджера вот так. Так я могу поработать 1 день и платить кучу часов какой-то дополнительной работы разных людей. В России я пробовал вначале делать все сам и с бумажками. Это не так уж и тяжело. А здесь я даже пробовать не стал. Потому что я посмотрел такой,
Ну, просто полностью гасит вообще, мне кажется, так-то творчеством заниматься тяжело, а у тебя еще фокус сбивается. Ты вынужден, блядь, контролировать чужую какую-то работу, элементарную причем, которую даже касаться не должна. Я когда сюда переехал, и от меня отстало множество задач, которые там висели, я понял, как жестко влияет на развитие любого рода другие вещи, которые ты делаешь параллельно. У меня настолько темп роста в каких-то там новых вещах, и там в рисунке, в чем угодно, может, даже в качестве, в каких-то там техническом, настолько был медленный по сравнению с периодом здесь, в России был медленный за последнее время, пока я там был, что я его просто не понимал, пока не было ни с чем было сравнить, когда я уже приехал и посмотрел, каково это, если ты делаешь только татуировки. Я уже вообще забыл про это ощущение, когда делаешь только татуировки, это было где-то в самом начале. И то я там еще занимался немножко помещением, там ремонтами. Ну, тут были какие-то такие менеджерские моменты легкие, но тут еще масштаб не тот, что прям сильно париться об этом. И я вот занимался там 99% татуировки, ну, может, чуть меньше, там, 99, по 90, это очень много. 90% времени именно рабочего я посвящал тому, что я думал, как мне что-нибудь новенькое получше сделать. Я офигел от того, как я, на самом деле, всрал время, которое мог бы потратить на развитие себя. Ну, может быть, это так и получилось, чтобы ты пришел к этому сейчас. Да, оно же получилось не совсем умышленно. То есть я решил там резко переезжать, все закрывать лишнее, не вести никакие ни блоги, ни производство вещей, не заниматься, то есть ничем сторонним в принципе. Студия в России делегирована полностью, я вообще ее не трогаю, то есть мне заниматься по факту больше нечем. Я такой, ну, тогда будем делать татуировки. Я понимаю, сколько был бы мой уровень гораздо лучше, если бы я все это время занимался только татуировками. Если бы не было ни ютубов, никаких там выпусков книжек и вещей, вот ничего такого. Ну, даже в моменте все равно кайфовал от этого, когда ты выпускал книжки, вещи и прочее. Не, ну было прикольно, я не спорю. Не то, чтобы я, может, неправильно выразился, что я именно проебал это время, оно, естественно, оно никак не потеряно. Просто я, наверное, потерял ту часть скилла, которую мог бы приобрести. У тебя получается такая история, как ты говоришь, непроизвольно так получилось, что ты там занимался один сначала, работал под NBK, да, брендом, потом там начал набирать ребят, все более там интересных. Получается, у тебя был уже управленческий опыт, или ты его получал именно в процессе всего вот этого? Знаешь, прикол в том, что вообще вот именно менеджмент самой студии, он завязан немножко на удаче. Тебе нужно найти человека, с которым можно будет разделить вот этот момент обслуживания вот этого предприятия, так скажем. Если ты его не можешь найти, это будет полная задница. Ты там дальше 4 человек по коллективу не вырастешь. Если вырастешь, это будет прям суматоха дикая, это будет все через задницу реально идти у всех. И никому этого хорошо не будет. И мне первый раз повезло, я в России принял такое немножко спонтанное решение взять человека, который хорошо прижился и до сих пор занимается и менеджерит в российскую студию, потому что многие часто спрашивают, закрылась ли она. Нет, она вот работает с помощью этого человека, благодаря ему она живет. То есть там перенабрали полностью новый состав, потому что из прошлых уехали больше половины. Человек просто пересобрал новый коллектив, и все это менеджерит, они там работают, люди, все четко. Здесь Марион ты видел. Без нее вообще бы я ничего не сделал. Мне опять-таки, почему суть именно в том, что нужен элемент удачи небольшой, что вот я ее нашел, встретил какой-то момент и понял, что вот, с ней можно работать. Если бы я ее не встретил, ну, я не знаю. Может быть, конечно, я встретил бы кого-то другого, но, честно, она уникальный человек. Как бы ты ее знаешь. И я пока никого лучше, кто менеджерит, не видел в жизни. То есть, при всем уважении к человеку из России, она и лучше этого человека. Повезло. Если это можно назвать везением. Не знаю, как бы тоже... Я лично считаю, что везение — это навык. Да? Ты рассмотрел и понял, как использовать шанс свой, если ты нашел. То есть, если бы этого шанса не было, я бы с Германии не знаю, что бы я делал. Я бы, наверное, где-нибудь у кого-нибудь работал бы. Ну, случайности не случайны? Значит, все так должно было случиться? Ну, наверное, не знаю. Ты относишься, какое-то отношение вообще непосредственно сейчас имеешь к студии в Краснодаре? Или все, или ты отпустил ее? Честно, я вообще не занимаюсь. Вообще не занимаюсь. Какие у тебя вообще были эмоции, впечатления после стольких лет оставить свое детище, ребенка, уехать? Я когда уезжал, многие уже тоже поняли, что будут уезжать. И я понимал, что, допустим, нет такого, когда ты уезжаешь, а там все сидят такие, блин, а где Димон? Все ушли куда-то, вообще рассосались. У нас уже не получится там покайфовать так, как раньше. А если бы я остался, то все равно случилось бы то же самое, что коллектива нет. Он где-то там, а я сижу в старом месте. То есть это не мой уезд, а это, в принципе, что вот все. Все рассосались просто. Там, помню, девочка Саша передо мной уехала. Потом я, самые реактивные. И потом месяц за месяцем еще один. Влад Шитиков тоже рассказывал. Влад там уже был, кстати. Да, Влад не считается. Он давно уже в Германии был.
Слушай, а вот интересно, почему Германия, да, вот как упал сюда выбор вообще, вот именно переезда? С чем-то есть связано или как? ВКонтакте. На самом деле, это такой рандом. Мне просто ВКонтакте написали, приезжай в Германию. Да? Так опять же случайно? 1000 лет назад, чувак, просто случайно. Да, написала женщина, говорит, нам нужны люди, которые делают хорошо, но не типа супер зазнавшиеся звезды, чтобы просто делали то, что дают. У тебя на крутое ГЕС, качество, типа, приезжай. на Да. ГЕС просто пригласили Да, и ВКонтакте. мы с Типом поехали, мы вообще, и представляешь, никто никуда не ездил, мы на одни, я не знаю никого из своих знакомых, кто ездил на Геспот. То есть я для себя, для своего мира, я был первый, кто поехал на Геспот. Наверняка кто-то еще был, вряд ли, я самый первый в жизни, да, это тупо. Но мы вообще не понимали, что делать. Чтобы понимал, насколько было всрато, мы приезжаем, и мы для себя открываем, что, блин, а если мы заблудимся, надо просто скачивать карты на Google картах, чтобы потом уже найтись, где мы все адреса сохранить. То есть сейчас это очевидные вещи, а тогда вот ты настолько, вот такой вот, что как бы для тебя нужно какать, знаешь, вот такая вот тема. Мы поехали, как-то вроде выжили, и потом вот контакт за контактом мы, собственно, пришли вот сюда, чисто через какие-то знакомства. С английским уже нормально было у тебя тогда? Было очень плохо. Мне помогло, что тот друг настолько плохо разговаривал, что мне приходилось говорить за двоих. И мой ужасный английский рос прямо как на дрожжах. А ты в Эссен поехал первый раз, нет? Нет, вообще был Кемниц город. Это около, по-моему, Чехии. Недалеко от Чехии этот город. Это знаешь Ранди Энджелхарт? Да. Это одна из его студий. Heaven of Colors. Там была маленькая студия, не первая, не которая в ЦК у него крутая, была маленькая. Мы там попали просто такие, блядь, не знаю, что давать еще, что делать. Вот что-то делаем, блядь, с гуглаем, показываем эти слова, чтобы если сейчас какие-то вообще не понимаешь, как сказать, что-то там, да. Вот, тебе потом дают деньги, ты такой, хуй знает что, ты приходишь домой, в Google пишешь, сколько ты денег сейчас тебе дали. Вот, это было очень забавно, честно. Это была такая Сразу чушь. шубы. Прикольно, Помнишь прикольно. Геспоты до коронавируса? Я уже не говорю про Это было до всех шикарно. событий, до коронавируса. А я недавно вспоминал историю, вот рассказывал Тёме, как мы познакомились с тобой в Эссене. Это вообще было очень легендарное время, мне кажется. Вот то Забавно, самое. что мы знакомимся с русскими типами в Германии постоянно. Ага. Да, в вот России это хрен было. кто с кем начнет знакомиться, а тут такие, ну что ты оттуда, а я Ну, оттуда, что да, ты, все. голова? Прикольно, прикольно. До Эссена мы добрались через Сивака. Я просто написал Сиваку, где ты катаешься, что-то делаешь, он говорит, я вот здесь вот, и было 2 студии от одних там владельцев, и вот в одной из них мне понравилось больше, вот там мы с тобой познакомились. Золотые времена были. Да, как тупость была. Сейчас ты вспоминаешь, как будто какой-то детский лагерь, да? Даже не Геспот, ты приезжаешь, такой, Исправительный. не хочу, вообще не знаю. Сейчас какое-то все такое четренькое, кто тут все ясно, тут сюда надо, вот какие-то дела, да, тогда просто, блядь, вот так Слушай, вот мне всё. кажется, еще и немецкие директора уже такие привыкли к русским госпотерам, потому что когда тогда мы приезжали, нам, грубо говоря, там позволено было все, и мы вот такие Да, шалопаи раньше были. было другое отношение. Раньше к тебе относились как к гостю, а сейчас как к наемному рабочему, наверное, больше. Я сейчас вообще мало езжу по гестам, практически не езжу. Но я замечаю такую штуку, что раньше, допустим, ты приезжаешь, и с тобой носятся, тебе показывают все рестораны, которые есть в этом городе, куда ты приехал, тебе показывают, тебя могут отвезти в твой номер, если там чуваку есть минутка, ему вообще будет не влом. Это может быть весь Геспот. Проходят годы, приезжают типы, им максимум еще типа краба дали, вот так вот 2 дня с ними чуть-чуть пообщались побольше, потом их не замечают. Да, есть Сейчас ты такое. приезжаешь, ты можешь даже не увидеть, кому ты приехал. Вот это там условный овнер сидит где-нибудь у себя, либо даже не в этом филиале, а где-нибудь другом. Тебя какие-то там чуваки, чем менеджеры пригласили, они же потом тебе писали, потом один пригласил, ты приехал к другому, и ты, давай, вот там твое место, все, отработал, иди, давай, пиздуй. Тебя не ощущают как гостя. Ты просто еще приехал, кали и уезжай, давай, вот так вот. Уже нет этого ощущения какого-то трипа к кому-то, знаешь, ты просто, я пойду поколю там. Ну, был заработок, да, просто приезжаешь, срабатываешь бабки. Ну, уже. смотря где, тоже выборка такая странная. Вот, допустим, кажется, приезжая сюда, это вообще кардинально совершенно другое. Опять же, здесь на В опыте. эту студию? Конечно. Тут видишь, в чем прикол. Ты приезжаешь, если к европейцам в европейскую студию, то там европейские уклады, у них свои взгляды Ты на имеешь в виду, вещи. если овнер как бы европеец, Да. про это немец, У типа, них да? у них вообще свои взгляды. Я тут немножко русский движ продвигаю. Хорошие вещи я беру от русского. Ну, это сразу же чувствовалось, когда вот мы первый раз приехали, типа, ну, все, спокойно, там, ты заработай, знаешь, ты работаешь, ты подойти, посмотреть, там, не то, что иди нахуй, я как бы, блядь, занят, ебать. Вот, а тут все спокойно, можно походить, посмотреть, там, подскажешь, подойдешь, там, на то же самое интервью, вообще спокойно, там, вечером. Здесь у нас есть один момент, который нам гораздо проще дается, если мы говорим речь о том, что тут приезжает русский. У нас здесь, кстати, могу тоже потом рассказать про момент, почему мы не стали делать интернациональную как команду, хотя изначально мы хотели. У нас, короче, есть команда русская, по факту русскоговорящая.
Украина, Беларусь, все из Молдовы ребята, все, кто говорят по-русски, они приживаются лучше всего, потому что тут начинается просто коннект. Изи, да, то есть ты в одной профессии, плюс-минус одного возраста, все на одном языке, легко подружиться со всеми. И плюс мы фильтруем очень сильно по вайбу людей. Вот тоже один из принципов важных, что было в Краснодаре, чему я научился быстро, хоть и нечаянно, но реально потом я это усвоил быстро, что мы в первую очередь уделяли внимание воспитанию человека, его характеру. Второе, даже не только как он хорошо делает, то какая у него динамика. То есть если он делает плохо, но делал плохо месяц назад, сейчас у него такие работы, да, и потом он чуть подождали, посмотрели, теперь выложил вот такую, то есть у него динамика вот такая. Если у него динамика вот такая, он делает просто неплохо, то он, скорее всего, так неплохо будет делать через года 3. От него толку не будет. И только в третью очередь мы смотрели на нынешние работы, которые сейчас он делает. Вот, здесь такая же история. Мы в первую очередь отбираем по вайбу, чтобы народ был спокойный. Как Вот. инвестиция, типа, наперед. То есть... Да, потому что потом это очень тяжело. У нас было пару ошибок, когда люди... На самом деле, это не столько были ошибки. Люди, 3 человека за многие годы, из 23, 3 человека поменялись. Вот их реально, их характер стал чуть более тяжелым. У них были какие-то предпосылки, но вначале все уживались очень хорошо. Потом люди начинают немножко давить. Из-за этого внутри коллектива вайб портится. То есть когда тебе будет 50 человек идеальных, но один противный, тяжелый, всем 50 будет плохо, сколько бы их там хоть 1000 не было. Поэтому мы пытаемся здесь изначально отфильтровывать людей. Как сказал Хабра, Коля, привет, он будет смотреть, что у нас компания такая ботанов, что мне на самом деле импонирует. То есть я вообще не считаю, что быть ботаном, задротом, что плохо. Мне такие типы нравятся, которые в своем деле ковыряются, они разбираются, они прям хорошо делают свое дело, неважно, там, татуировка или нет. Получается, просто на опыте краснодарской студии сюда его перенес уже, учитывая все ошибки предыдущие. Да. И выстроил все более идеально и быстро. Я еще хотел планочку поднять. Слушай, да получилось, мне кажется. Не, у нас есть крутые типы супер топ-жир, да, но беда в том, что я немножко охладил к этому отношение, потому что просто физически людей, которые топ-жир, их вот очень мало. В принципе, не то, что вокруг меня они не влазят, их просто очень мало. А складывались какие-то интересные ситуации, либо проблемы, какие-то конфликтные моменты? Потому что топовые татуировщики, как ты сам думаешь, знаешь, что они бывают такие на своей волне некоторые, и свои там капризные иногда, еще что-то. Как вот, чтобы они все уживались в одном месте, в локации, чтобы все это гладко как бы работало без каких-то... Помнишь, в России как было? Там были кабинетики такие. Они как бы открыты, дверей нету, но между каждым стеночка. Но здесь такого нет. Не в потолок. Здесь такого нет. Здесь вообще прикол в том, что немцы сами по себе, именно клиенты, да и европейцы в целом, им не нравится вот это вот. Вот в России, короче, если есть в каком-то кафе, ресторане какие-то более как кибиточки, какие-то уединенные части и более открытые зоны, все сядут в эти кибиточки, хотят немножко как так в уголочек, знаешь, как-то любят, когда они сами по себе отделены. А у европейцев у них другое мышление. Им нравится общность, когда можно с кем-то поперекрикивать. Чувак будет сидеть тут, в другом углу будет сидеть другой чувак. Они могут весь день общаться, сам знаешь, они какие. Им вообще незнакомые, да, ни разу. И для них вот эти вот моменты, когда ты садишь их в кибиточки, для них это не то чтобы стрессовое, но это не их. И я решил ничего не делать. Плюс по мастерам тоже так, наверное, поинтереснее. Там было все более домашнее в России, там были фиксированные люди, у каждого свой какой-то кабинет, они приходят всегда туда и спокойно каждый как свой маленький бизнес имеет со своим маленьким помещением, грубо говоря. Здесь есть трафик людей, у нас постоянно гесты приезжают. Потому что, допустим, в России гестить не очень легко. Только в Москву можно ездить иногда, приезжать, да? Мало кто поедет какой-нибудь там Таганрог погестить, да, там что-нибудь такое. Или, я не знаю, в Хабаровск. Ну, можно поехать, там, может, классно, да, посмотреть Хабаровск. Но с точки зрения работы можно. Но с точки зрения работы это не особо-то и нормальная тема. То есть тебе будет трудно записать людей, трудно окупить такое мероприятие, да и как бы в целом не особо это все развито в России. Здесь просто везде все ездят, понимаешь? И из-за этого к нам, ну, хочешь не хочешь, у нас постоянно заявок куча. И людям нужно общаться. Всем интересно, кто приезжает. Из-за этого вот эта более открытая схема, она, ну, поприятнее, мне кажется, людям дается. Некоторым интересно подойти и посмотреть. А если вы все время в своем мирке, в своем закутке, как-то, ну, не всем комфортно там залазить туда, вторгаться, так скажем. Да, здесь эта открытость, она чуть-чуть на руку, она просто поактуальнее, скажу. Поэтому мы не стали даже рассматривать момент с какими-то боксами. Я хотел, как Ахарин сделал, такую штуку сделать, как островки, не островки, понял?
но их тоже передумал. У меня сейчас есть другая идея. Короче, это, где мы сейчас находимся, это мясная фабрика, бывшая. Это просто огромное здание, то есть людям через камеру не видно. И мы хотим забрать весь этаж этого здания целый. Вынести стены, чтобы это было сплошное, просто огромное классное пространство лофтовое. И мы воюем за это. Нам по чуть-чуть вроде как сейчас будут отдавать, да. Я хочу сделать чуть больше рабочую зону, чтобы раздвинуть пространство между рабочими местами, чтобы было больше воздуха. Вдалеке в конце будет общая зона. Я хочу отрезать зону с общепитом и какими-то... Там, в общем, будет забавная такая convertible. Когда она меняется зона, перестраиваемая, когда ты можешь там и покушать, если это обычный рабочий будни. Если как у вас семинар в Art Unity, там у вас целая будет чуть ли не сцена, какой-то как зал, более красивый антураж, там будет барчик, такое все классно выставлено, будут всякие места, где можно проще сесть, там будет просто физически больше места. В общем, она будет для лекций, для семинаров, в моменты, когда записывается какое-то именно мероприятие. В обычные будни это такая мини-кафе для тех, кто сюда пришел. Там никто ничего не будет продавать и готовить, просто нам все время, у нас контракт на еду, нас все время что-то привозят, каждый день люди кушают. Вот. И чтобы этот сервис был не только приятным, но и красивым, пускай это будет отдельная стеклянная такая зона классная. Вот у меня это так видится, но... Бюрократия, да, вот это все. Хочется да, реализовываться быстрее, и тут но... бюрократия, плюс владельцы фирмы, которая владеет этим заданием, они очень медленные. Даже по немецким меркам это очень плохо. И плюс еще ситуация, что там люди не могут съехать, это все в кучу, короче, я уже забил. Когда будет, тогда будет. Мы не убираем без этого. Главное, Отпустил что есть ситуацию, сейчас да. вот здесь рабочая часть, все окей. У тебя были бизнесы до этого, ну, образно, да, хобби, которые еще приносили тебе там, Вот деньги. хобби, более подходящее слово. Да, моим как бизнесом. с масками, со шмотками, там, да, еще с чем-то. Есть какие-то на будущее у тебя еще идеи, допустим, какие ответвления в сторонних как бы, вещах от татуировки тебе было бы интересно в бизнесовом, да, плане там реализоваться? Есть ли какие-то идеи или просто какие-то интересные ответвления ты видишь? Слушай, мне кажется, что нужно заниматься тем, что ты понимаешь. Типа не лезть туда, где ты ничего не понимаешь. А заново очень долго разбираться, мне что-то пока что ничего не кажется настолько же интересным, как творчество. Вот. Поэтому моя основная идея, мне нравится доводить до какого-то абсолютно какого-то максимума то, что есть. Прямо вот вылизывать, чтобы оно прям было крутым, чтобы, как говорится, не доебаться, и чтобы оно было каким-то уникальным. Поэтому мне в первую очередь хотелось бы доделать здесь все. Потому что сама идея, мне кажется, она прикольная. Если это увидят те, кто... Оно со слов одно, но когда ты придешь, посмотришь, типа, так вот ты что-то хотел сделать, это будет вообще другое. Я хочу просто доделать эту локацию. Потом я не знаю, я не буду говорить, потому что параллельно, сейчас живя в Европе, я узнаю для себя очень много нового каждый год. И иногда мое мнение меняется на о чем-либо. Я не знаю к моменту, когда я закончу здесь все, что мне будет казаться актуальным. Поэтому если говорить про татухи, то максимум, что я могу придумать, это либо вернуться к тому, чтобы делать канал на английском, либо делать еще какой-то прям крутой масштабный проект, чтобы было интересно циркулировать, чтобы люди могли, работая в команде, посещать 2 места хороших, стабильно, хорошо организованных и не факапить себе никакие гесты, ничего такого. И значит, ты приезжаешь под нормальный коллектив, где чуваки, с которыми ты знаком, там будет все спокойно, все будет как по маслу, и ты уедешь довольный и без проблем. Нужно просто какое-то второе место потом будет выбрать, которое оправдано либо с точки зрения финансов, либо с точки зрения вайба, где ты можешь помимо того, что поколоть, воспользоваться этим как и отпуском тоже. К примеру, да, это просто не потому, что я хочу именно так делать, логика вот такая. Но опять-таки за 2 дела не хочется хвататься пока, за 2 зайцами. Этого зайца пристрелим, дальше будем думать. Такая идея, это тату-виллу какую-нибудь открыть, где можно сразу отдыхать, тусить и работать. Вот чисто такой офф-топ, просто в порядке вброса. Я думал, что если бы мне когда-то пришлось уехать в Москву и жить там, я бы сделал вот эту виллу. Именно в Москве такой формат мне нравится. Как у скриптонида, типа дом, битмейкеры, короче, да, там вся такая Типа тема. того, да, я бы свои. взял бы в каком-нибудь хорошем районе какой-нибудь недешевый дом, и просто бы, если бы мне дали под такую работу. Хотя, думаю, дали бы. Да, прикинь, где-нибудь в Испании на берегу. Да, либо мы думали про Дубай, Где а там море, вот это всё. в Дубае была изначально такая идея еще очень давно, что там была вилла, где ты на 1-м этаже все работают, на 2-м комнаты, где ты можешь приехать, просто чтобы не арендовать ни отель, ничего, ты знал, что ты можешь приехать и просто лечь, спокойно спать, тусить. Сколько надо столько поработать, сколько надо столько почилить и уехать. Собственно, идея была такая, но все споткнулось об то, что не понятно, просто вообще 0 понимания, как это там делается. И спросить некого,
Потому что никто не делает в Арабских Эмиратах белых студий. Это все через задницу делается. Законодательство у них там крепит, да, все это? Да. А ты же был там, ты работал в Дубае, да? Мы поехали на какой-то гест, вот в одну из таких студий, чисто в контексте того, чтобы понять, как это вообще работает. И я понял, что то, как у них это работает, это полная хрень, мне это неинтересно. Поработал там минимум просто из там каких-то запланированных недели, дня два всего, потому что мне просто не хотелось работать, даже ничего не стал там дальше записывать, воевать ни за какие сеансы, и забил просто все. Там все на похуй. Я так не люблю. По поводу стиля твоего хочу пообщаться. Ты же делал раньше, я просто не сильно разбираюсь, там разница, вот это ваши вечные войны, New School, Neo Traditional. Да они сами не знают, где кто. Да, вот, и поэтому я постоянно смеюсь над этим. Ты же раньше делал что-то такое более, да, неотрадиционное, потом перешел в Японию. Знаешь что, пока ты не продолжил, могу тебе, вообще всем очень легкое объяснение, где New School, где этот, чтобы для понимания, как я это вижу, естественно, это не закреплено ни в одной литературе, просто как я могу сказать, что New School, вот как люди себе граффити представляют, все такое вытянутое, ломано, динамично, это New School. А Neo Traditional — это реализм с контуром, вот, все. Но же бывает, что люди еще миксуют, но в целом суть такая. Так вот, ты делал, получается, Neo Traditional и перешел на японскую татуировку все равно больше, да, ты сейчас делаешь? Только Японию в основном? Ну, она имеет японскую тематику. Там-то прям Японии такой не всегда много. У тебя и хобби, как бы такое увлечение есть японской культурой. И мне интересно, что из чего выросло, да, как, грубо говоря, что было первее, яйцо или курица в твоем случае? Мне кажется, что это прикол в том, что я родился на Дальнем Востоке, буквально через определенный участок воды, где сразу же Япония. То есть ближе к Японии родиться невозможно в России. Но в целом, давно нравится все японское, да? Еще до татуировок. Да я вообще в смятении был, что делать. Моя единственная мысль была всю дорогу, первые лет 5, лишь бы не обосраться. То, что какой там классный стиль выдать, я вообще даже не мечтал. Потом уже такой думаешь, а вот мне нравится и получается вот это. Тогда я туда и прям пойду, и все. В Японию съездил, вдохновился? Очень разъемно, прям вообще супер. Мы в моменте, на эмоциях уже начали гуглить, как туда переехать, в Токио. Это что, отпустил идею? Да, отпустила идею, потому что это, конечно, не турист-френдли. Нет, турист-френдли еще можно сказать, не иммигрант-френдли, вот так вот. Там вся инфраструктура, вот все, что вокруг тебя окружает, оно для японцев. Если ты не японец, тебе будет либо оно тебе не зайдет, либо не сработает, либо тебе там просто не дадут это даже. Будет затык по-любому. Я не японец, как ты видишь. Я решил не... Если буду богатым, куплю себе там что-нибудь, чтобы приезжать просто насколько хочу, так часто, как хочу. Но джетлаг. Вот это пиздец. Разница часов, наверное, больше 10 часов. В общем, это один из прям худших раскладов по джетлагу. Я точно не скажу, но было очень херово. Обратно особенно. Один из моментов, я вспомнил, почему поняли, что там не вариант, потому что если ты живешь там, куда-то летать в западную цивилизацию, на западную часть суши будет очень тяжело. Это надо делать либо крайне редко, либо вообще лучше не делать, потому что это просто, плохо. А ты узнавал вообще, как там с индустрией, с татуировкой? Я зашел к типам просто вообще с ноги, как Шрек из туалета. Захожу к ним, говорю, у вас хочу беспот. Они говорят, нет. Я им показываю Инстаграм, говорю, я не хуй, смотрите. Они говорят, нет. И в походу нормально чекают там. А в целом там татуировка вообще развита хорошо? Ты не обращал внимания? Ты знаешь, насколько татуированных людей на улице из того, много что там? я погуглил, там не супер много. И они все делают Японию. Вау, в Японии делают Японию. На самом деле это удивительно, да? Они вообще ничего другого не делают, очень редко. Но есть фанатики, без своей культуры, прям такие жесткие. Его знает. Всех же есть интернет, да? Ты можешь посмотреть, сколько уже разных типов картинок, которые можно выбрать себе на кожу. Но это не делают в Японии. Окей, я-то вообще против ничего не имею, да? Но в целом это удивительно. Так прикинь, вот ты приехал в Россию, а в России все колят только избушки, Бабу-Ягу, там вот это все. Ты такой, а львы, пацаны вы. А у нас львы не водятся, нам они не нужны. Вот у нас тут, знаешь... Волка надо? Да, волк пойдет, волк у нас входит. Нет, потому что у нас львы могут водиться, да? Не, у нас есть тигры точно. Но у них такой культ. Вообще, они, конечно, от этого вот именно кайдзен, там, икигай, вся такая движуха. Они прям жестикие, очень серьезные. Я не вникал так прям сильно. Там она не супер развита. Если, допустим, говорить про... Даже в России лучше. Запад уж точно. У нас на самом деле все очень интересно с индустрией. У нас все стили развиты, я считаю. Даже в Германии настолько популярна цветная татуировка, традиционную татуировку здесь очень мало кто делает. Я про то, что про саму популярность. То есть у них там эта история еще немножечко андеграундная, что люди
и там лишний раз, много раз подумают, что прежде чем себе сделать в принципе татуировку, ну, чтобы сильно забиться, в А в принципе, социуме это как-то влияет, да, там? ну, вот у них не особо классно, если твою татуировку видно. То есть, ну, хотя мы никаких косых взглядов не получали в силу, наверное, лица, ни японского, но все, кто, я смотрел какие-то видосы, где чуваки себе делают, ну, у которых уже есть татуировки, они ходят где-то с открытыми руками, которые покрашены, они говорят, что, ну, немножко, конечно, приходится бороться за свое мнение в этом плане. Вот, но они продвигают, и себя чувствуют какими-то прям нефрами необычными, для них это свой прикол, короче. Если здесь уже татуировки утеряли вот этот элемент, который тебя социальности. делают. Знаешь, что социальности? Типа раньше, когда мы делали татуировки, когда еще первый чувак из моей компании себе делал тату, он был в компании крутым и реально необычным, понимаешь, в хорошем ключе, не типа фрик, а что типа, о, там, Саша крутой. Сейчас у тебя татуха. Сейчас круто, если у тебя нет татух. Мне тоже всем похуй, на самом деле. Сейчас вообще уж не знаю, чем кого удивлять надо. Там, И надо ли вообще удивлять, мне кажется, нахуй. Прикольно, если у тебя говна нету на теле. Самый давай распечатаем интересный вопрос, который мне написали все спросить у тебя. Я думаю, и тебе, наверное, писали, но озвучим это. Что с Ютубом? Когда вернешься? Я не хочу делать YouTube. Ну, в том плане, что русский YouTube все, потому что я не вижу смысла делать контент на ту аудиторию, с которой ты не соприкоснешься. А я не планирую с Россией работать. То есть это была основная причина, почему ты закрыл канал? Да, это неинтересно, потому что прикольно, когда ты что-то делаешь, рассказываешь, люди про тебя узнают, и потом вы можете просто хотя бы там руки пожать на конве. Это реально прикольно, когда ты находишь кучу знакомых из ниоткуда, просто потому что люди там заценили, что ты что-то делаешь, и они разделяют там твои какие-то взгляды, да, это забавно, реально. Теперь это не сработает, то есть минимум здесь русскоязычных, ну, то, что минимум, будет много русскоязычных тоже, но меньше, чем в России, скажем так, очевидно, да. Поэтому первая идея все-таки тогда уже делать на англоязычную аудиторию. Тут все на английском говорят. В планах есть у тебя? Да, мы немножко не сработались со всеми людьми, с которыми я пробовал, и я понял, что самый нормальный чел — это Кирюха, с которым мы делали, потому что мы с ним просто на одной волне. Но еще момент такой, что и не со всеми интересно делать. Я понял, когда начал пробовать с другими чуваками, что интереса такого, как с своими корешами, с своей компанией не вызывает. Это сразу, короче, пойти с рандомными людьми в кафе. Типа, вроде как бы ты не один, но что-то не клеится, понял? Неинтересно просто. И еда тоже вкусная, но вечер не тот. А не думал перевести его сюда? Да, но у Кирюхи свои приколы. Он, во-первых, он сейчас протерялся, и когда уже захотел попробовать, было тяжело. До этого у него были свои дела, он не хотел переезжать. Сейчас я не знаю. Смотрим. Может быть, мы когда-нибудь прохаваем какой-то классный вариант, как можно через работу приглашать людей, что-нибудь такое более-менее, то, что гарантированно сработает. Я скажу, да, чувак, давай, так сказать, на упакованный вариант, но это тоже может быть, а может и не быть. Типа. Я поэтому я эту хуйню тоже отпустил, как и ожидание с помещением. Типа вот, когда сами вещи эти произойдут, то тогда я этим шансом воспользуюсь и как бы из него сделать что-то хорошее. Если они не срастаются, надо, значит, в другом направлении работать. Короче, в моменте просветился и стал таким Германия, понимаешь, она тебя учит тому, что не все будет так, как хочешь ты. Вот так скажу. И я такой, короче, иногда надо немножко быть более гибким, так сказать. Ну, окей, будем более гибкими. Дело в том, что ты не догадываешься. Не в том плане, что ты хотел, чтобы так не было. Ты не знал, что это вообще, сука, есть где-то на земле. Это сумасшествие, понимаешь? И ты такой, ну ладно. А ты с этим ничего не сделаешь. Все люди так живут и говорят, нам окей. Они понимают, что это дрочильня, но говорят, что мы привыкли, нам окей. А ты не думала переводить свои старые видосы, потому что у тебя на самом деле, вот даже по отзывам ребят, самая такая сильная платформа была по обучению для новичков? Слушай, у меня два момента, которые меня останавливают. Первое — это бездушность, потому что вайп не тот от того, что тебя пластмассовая говорилка подзвучивает. Ну, ты же не по душам с ними говоришь, как психолог, ты же как обучающая платформа, Все получается, равно выступаешь. чувствуется эта тема. Мы пробовали. Мы сделали англоязычный Patreon, я переводил видосы, мне не нравилось, я их выкладывал, а потом забил, потому что Какой фидбэк был? Тот смотрел, да я не знаю, я даже не знаю. Похуй был на этот. У меня какой-то мертворожденный он был, я на него изначально забил. Вот. Я понял, что лучше, чем если ты сам просто рассказываешь, ничего не будет. Реально. И второй момент, что меня не вся инфа устраивает, которая есть на канале. Она потому что устарела. Я сейчас делаю лучше, я считаю, я узнал больше нового. Некоторые технически не актуально. И
кормить этой хренью людей, лишь бы просто привлечь внимание, тоже не хочу. Хорошо, а какой тогда, вот, например, на твой взгляд, лучший формат обучения для начинающих мастеров? Вот если вот сейчас же куча вот этих, знаешь, инфо-цыган, школ, которые там не умеешь сам учить других. Вот на твой взгляд, как опытного мастера с хорошей как бы бэкграундом обучения на платформе YouTube, как ты видишь идеальный процесс обучения там, начинающих мастеров? Слушай, мне кажется, что лучше всего начать самому по онлайн, любой онлайн-фигне. Онлайн всегда будет дешевле, чем офлайн обучение. Что угодно, просто какое-то маленькое взять, чтобы тебе показали, как машинку собрать, как в краску макнуть. Это прям мега базовые вещи, о которых даже сейчас, например, сам бы не стал задумываться, когда объяснял бы. Но вот реально людям это нужно. И потом просто пробовать дома бесконечно. Я пробовал дома на себе, на ноге. Потом мне перекрасили ребята, но все равно лучше оно не стало. Но суть в том, что я рискнул так. Кто-то делает на каких-то корешах. Знаешь, какой-то есть трэш. Они говорят, типа, мне хуже уже не будет, давай, дерзай, ты делаешь это. Либо мучай кожу бесконечно, не знаю, искусственную. Как мне показалось, я поступил правильно, я потом просто отнес все, что у меня было, в студию просто в городе, в Проходниково. Я говорю, все, что могу, как бы, сорян, с этим что-то можно как-то у вас поработать? Мне сказали, не портаки, знаешь, мне так сказали. Я не знал, радоваться, не радоваться этому, я там поработал чуть. И там ты уже начинаешь общаться. Тут просто никто тебе не будет помогать, если ты просто пришел, говоришь, что, расскажете что-нибудь? Учите меня, да вот я. Ах, ты кому нужен, что за бред? А если ты с кем-то уже работаешь, даже если у вас там такой же второй не сильно обученный человек, но вы хоть что-то узнали, вы сразу же друг другу рассказываете. Хоть какой-то минимальный коллектив, это уже будет рост. Но все-таки сила коллектива тоже, да, такая влияет? Да, даже на каком-то начальном уровне. Допустим, ты что-то понял, как делать татухи, но тебе говорят, чувак, вот этой зевой вообще работать не вариант. Она, во-первых, не вытирает, во-вторых, она просто скатывается и все пачкает. Возьми эту. Казалось бы, какая-то зева, но реально ты будешь уже делать чуть-чуть лучше. Понимаешь, это какая-то мелочь. Тебе просто тут дадут, там что-то тут подскажут. Кто-то что-то нашел в интернете, потом они в курилке это обсуждают. У нас так было. И ты как бы не искал и не знал, а вечером пришел домой, а ты уже тоже это знаешь. На канале там в Телеграме списывались с ребятами, с подписчиками. Вчера буквально общались, и правильно тоже чувак сказал фразу: иногда можно в курилке за сигареты узнать больше, чем на любом мастер-классе. Особенно вот эти вот инфо-цыган, которые продают все эти курсы непонятные. Слушай, особенно если сильный какой-то тип, ты можешь там заодно, говорю, там, это рукопожатие, заодно приехать, узнать столько инфы, подглядеть, посмотреть, сколько всю жизнь, наверное, не получится. У нас вот чем нормальные люди здесь, ты если что-то их спросишь, даже если ты там, я не знаю, не суперзвезда, и ты им не интересен, а только они тебе интересны, они тебе все равно спокойно объяснят любой вопрос, что ты спросил. Компетентно в этом просто, нормальное воспитание. Они воспитаны так, да, потому что никто не будет там, типа, цокать так, знаешь, там, и просто дальше что-то делать. Да, может быть, ему ты нахер не нужен, но в силу воспитания они с тобой пообщаются, тебе все ответят. Да, но прикол в том, что когда ты все-таки как минимум равнозначный, как максимум, типа вы, два топа, вы можете сразу же, как в лаборатории, понял, обкидаться фразами. Да, идут постоянно, да. То есть кто-то что-то попробовал, они уже идут тут другому льют, уже туда, вот перчатки снял, например, я сейчас все приготовлю, смотри, эту хуйню сюда, и ты ее немножко намешиваешь, все, там уже дали кому-то машинку, она так вот по всему этому по кругу за неделю прошла. Да, дали мнение по ней, типа, сразу же. То есть это так же чувствуется, ввиду даже занятий, как бы, это же коллективно эта движуха, почему офлайн как бы и пизжите, почему онлайн ты не получишь этого фидбэка. Просто нет смысла идти учиться чему-то, еще задавать какие-то вопросы в офлайн, если ты еще сам ни хрена не понимаешь. Тебе скажут что-нибудь про какие-нибудь иглы, типа, что не надо брать лонгтейпер, если ты хочешь покрасить плотненько. Я такой, а что это? Да, ты что? Нафиг тебе эта инфа, да? Тебе надо сначала какую-то самому, твое любимое слово, базу приобрести, минимальную вообще, буквально понять, куда что втыкается. Все, потом уже тебе, когда будут что-то говорить, такой, это вот мне поможет вот тут, все. У меня есть такие типы, которые говорят, я хочу прийти, у меня есть, формат, у меня есть открытая сессия, типа. Когда люди приходят, они сидят со мной весь день, мы просто из моего календаря выбираем проект, который я буду делать, какой-нибудь, который им подходит. И он сидит со мной, человек, весь день, я ему каждое свое действие объясняю, отвечаю на вопросы, и просто как мини-мастер-класс для него. Просто я делаю то, что я и так бы делал, я ему еще комментирую. Параллельно мы общаемся на то, что его интересовало там в перерывах. Люди хотят записаться, я говорю, если вы еще ни хрена не умели делать, вы не поймете ничего вообще. Больше для среднего уровня такого, который уже понимает, что к чему. Перед средним хотя бы. Знаешь, не надо совсем уж минимум, но какой-то, если ты хотя бы парочку каких-то работ уже сам завершил, да, где хоть худо-бедно краска под кожей остается, окей, так что, я машинку не держал, сейчас приду смотреть, как ты ее держишь, это вообще не работает так. Это тупость. А только индивидуальные делаешь или групповые?
Я хочу групповые, когда мы соберем то последнее помещение, в котором должна быть лекционная зона, тогда будет хорошо и классно, удобно для всех. Тут я не хочу ничего собирать, мне кажется, что немножко такое хаотичность легкая какая-то. Мне хочется, чтобы все было прям вот супер. В сторону обучения тоже смотришь в будущем. Чуть-чуть. Буквально просто на приколе, потому что мне нравится собрать народ, со всеми пообщаться, какой-то, чтобы был движ в студии. Даже когда Наташа делает или вы делаете что-нибудь, мне просто нравится, что какой-то движ происходит. Это прикольно. Так что прям за счет этого жить нет, часто делать нет. А еще, может быть, я обленюсь к тому времени, когда все это получится, мне будет не до этого, поэтому не обещаю. Сразу это открытый семинар 1000 евро прийти. Открытую сессию, чтобы не писали. 1000 евро, сидишь со мной весь день. Ну, слушай, это вообще на самом деле ощутимо, терпимо. Вопрос в том, насколько тебе это нужно. Если ты начинающий, 1000 евро — это куча денег, которые у тебя, скорее всего, ну, если есть, тебе лучше придержать, плюс можно потратить на что-то более важное. Если ты уже нормально делаешь штуки, ты ими зарабатываешь, ну, 1000 евро может неплохую инвестицию на дальняк тебе даст, если только ты поймешь что-то из того, что я тебе дам, потому что я понимаю, когда, допустим, типы делают грейвош, такие, ну, мне очень хочется посмотреть, что ты делаешь. А зачем? Я тоже говорю, зачем? Лишний косарь? Ну, с вас косарь лишний, ну, приносите. Я человек простой, деньги я беру, как бы. Но в целом я довольно, откровенно говорю, типа, нафига вам, если вы ничего не понимаете, нафига вам, если я делаю вообще не это. А ты что-нибудь тестил новые из оборудования или вот формат обзоров тату-машинок и прочего, это было только формат для YouTube, или ты продолжаешь этим вне YouTube, как бы тестировать какой-то? Не, все. Нет? То есть у тебя все стабильный сет есть свой, которым ты работаешь, тебя все устраивает, ты никуда дальше? Ты в этом плане? Я когда переехал, подписался на парней, на спонсорство немецкой фирмы Stigma, и у них машинка хорошая была. Раньше они, короче, мне прислали еще давно, говорят, давай на спонсорство. Я говорю, типа, блин, чуваки, какой смысл? Просто мы дали машинку, и что, мне больше вас вообще ничего не надо, это бред. Потом я с ними здесь зазнакомился и понял, что они прикольные челы, и в целом я как-то с ними начал просто контактировать больше, потому что они из Германии. И решил, что вот подпишусь на их спонсорство, и вот я работаю ей до сих пор. Это еще с Краснодара, и сейчас единственное, я взял более новую. Сейчас у них еще более новая вышла. Мне все нравится. Мне еще похуй, честно. И мне хоть гвоздем можно заделать татуху. Если ты понимаешь, где ты вкрасил, где нет. Ну, это уже опыт. Когда ты можешь хоть гвоздем, хоть струной от гитары. Мне кажется, есть какой-то сегмент, когда там за 3 копейки что-то из Алиэкспресса, где там бренд, там, не знаю, там... А сейчас же многие колят, как это, не эквалайзер, как это называется машинка, которая за 15 тысяч рублей. И можно. Просто понимаешь, в чем есть? Есть вообще прям трэш. Есть машинки за там $10, к примеру, там за $30. Они одноразовые просто? Вот. Это же вообще, это же прям очень не надо так делать. Там есть прям бренды китайские. То есть китайская, можем и китайскими колоть, и немецкими, американскими, какими угодно машинками. Это вообще без разницы. А ты же делал раньше обзоры, у тебя и был какой-то опыт вот машины, которые ты, допустим, делал обзоры, которые вообще вот не колят? Прям невозможно ей колоть. Нет, знаешь, что было? Когда, допустим, мне присылают машинку, и я понимаю в моменте, что у нее строк только 3, например. А я делаю цвет, и мне нужно хотя бы 4. Хотя бы. Ну, 3,5 это вот вообще, это прям калич. Я попробую им, да, но 3. И я понимаю, что я вот это вот вожу, там ничего не происходит. Я такой, блядь, ладно. Просто убираю навсегда, и все. Ну, а так все не красят. Да они же тоже не дебилы, там не настолько все плохо, да, китайцы могут там где-нибудь завафлить процесс, потому что им, в целом без разницы, но они не будут, знаешь, как сделали машинку и сразу ее упаковали продавать. Они попробуют покрасить, кому-то дадут, если они не красят, они ее пересоберут, там, не настолько прям все плохо-то. То есть они все красили. Не, мало ли, может, был опыт такой, интересно. Не, ничего не было. Было, когда мы брали какие-то старые машинки, все, может, какие-то копии Dragonfly за 3 копейки, какие-то в супер дальних годах, еще даже канала не было. Там был трэш, конечно, но сейчас такого даже не купишь, наверное. Либо купишь за $20 что-нибудь, да, но это же бред. Такая тема, мы тут тоже периодически, посматривали видосы с Женьком. Вот, и тут на днях тоже что-то угорнули, пиздец, это по поводу конвенций. В Питере была конвенция, да, мы угорнули, ты там на таком вайбе, типа, нахуй, типа, вот здесь быть, смотрите, по-моему, комфортнее, там, в студии, типа, побились, ничего не, короче, так нормально, так это. Там ситуация, я сижу с призом, говорю, вот еще мы дали еще один приз, и мне сейчас на него это похуй, вообще, да? Это вообще пиздец, краска, типа, я, в принципе, уже на World Famous, как бы, спонсировую, как бы, нахуй это не нужна. Но все-таки, то есть, у тебя до сих пор сейчас такое же мнение, что конвенции тебе не интересны, даже если это там а-ля, блядь, вот Gods of Ink, где можно, реально там приехать, коннект какой-то найти, там, допустим, с мастерами, посмотреть, кто что делает, может, то же самое, как бы все равно же... Вот у меня был бокс Gods of Ink на первом Gods of Ink. Я пришел, я не люблю, к людям подходить. Не в том плане, что я какой-то социофоб. Мне все время кажется, что их и так заебали, и еще один тут лишний я им не нужен.
И я просто смотрю, там кто-то колет, там Кассас, я такой, не ладно, я с Кассасом единственный сфоткался, не знаю, просто так для прикола. Я просто всем там, типа, привет, привет, все, глянул, что делать, и ушел. Че я, блядь, буду А говорить? ты колол там, нет? Да, колол. Ну, я познакомился с типами, короче, со мной сидел чувак из Сингапура, прикольный чувак. Он говорит, приезжай ко мне в Сингапур, дает мне визитку, где они работают, студия. И я такой думаю, ой, нахуй надо. И выкидываю потом. А сейчас думаю, При нём. вот бы сейчас в Сингапур. Я не помню, кто этот чувак. А он крутой был. Я еблан, короче. Съездил. Блядь, это все, что я увез оттуда. Лучше мне ездил, на какое-то разочарование. А так, что могу сказать? Ну, вот поколол с крутыми типами на одном этаже. И чё? Ну, вдохновиться все равно, потягаться, посмотреть уровень других Нет, ребят. это круто, да, но в глобальном смысле я для себя вообще ничего не приобрел. Просто у всех разные, как сказать, вкусы в профессии. Знаешь, кому-то нравится меди, кому-то нравится бесконечное какое-то поглощение опыта, кто-то хочет наколотить кучу денег, кто-то хочет какой-то бизнес там выстроить. У всех свои приколы. И, например, то ответвление, в котором актуально посещение конвенции, оно для меня неинтересно просто. И получается, что для меня это трата времени, денег и сил, потому что я там работаю в некомфортных условиях над тем, над чем я мог гораздо быстрее справиться в студии, и даже, наверное, сделать получше. Это уже мои загоны, что, наверное, я делаю человеку недостаточно хорошо, он платит такие же деньги и все такое. Ну да. Это в плане как участника, например. А если даже в плане тупо приехать, знаешь, там на день. Ну вот я приехал, второй был Gods of Ink, я даже ничего вообще туда никак не... Хотя мне уже даже в конце мне уже написали, ну шо ты, бокс есть? Я говорю, нет, я не поеду. А потом всех наебал, приехал, но просто. Я всем руки пожал, кого знал, и уехал. Ну, вот смотри, ты же все равно смотришь с колокольни своего опыта, когда ты уже популярный мастер, у тебя там большая запись наперед. Но новичкам-то все равно, наверное, это было бы полезно или каким-то там средним А уровнем. новичков туда не берут. Приходите к нам на работу, когда будет опыт работы, а работу никому не дают. Вот это такая же история, да. Там они ругаются, что типа челики, которые приходят, они не берут таких рандомных клиентов, хотя да, люди же приходят, чего вы их не обслуживаете. А нахера этим людям рандомные клиенты? Вы видели, кого вы приглашаете вообще? Тяжело брать таких типов, которые крутые, прям слишком, мне кажется, они не все так сильно замотивированы делать шоу. Но там на самом деле я заметил, что часть из мастеров просто сидела в носу ковырялась, какие бы они ни были Да крутые. им похуй, потому что... Серьезно, я в Милан приехал, я позвал одного чувака, это была моя последняя канва, я уже понял, что нафига я приехал, ведь я же не хотел. Я приехал, я поколол одного чувака, он говорит, нужно сделать коррекцию, у него рукав, он приехал, у него все отлично с животом, какая-то такая точка, я такой... С одной стороны, чувак, нафига, с другой стороны, ты же мой хороший, я как раз не хотел работать, знаешь, я ему ее закрасил, он такие, типа, краба. Все. Он говорит, что мне выставить? Я говорю, нахуй надо, можете просто гулять, и все. Вот мое посещение конвенции. А потом пришел, я сидел, чтобы люди, которые проходят мимо, мы просто общались чуть-чуть, чтобы у меня свободное время, получается, видят, что я не занят. Мы со всеми чуть Блин, тебе, потрындели. мне кажется, по кайфу пообщаться еще, потому что тебя многие знают, ты медийный. В России как было бы. весело. Мы последние конвенции в России, я даже никого, я брал себе бокс как рабочий, ничего, просто выставлял там футболки, и мы просто около него стояли с Кирюхой, с оператором и с корешами, и просто я, не отвлекаясь ни на какую работу, со всеми, кто подходил, болтал. Было реально нормально, потому что когда ты работаешь, тебя могут либо отвлекать чуть-чуть, либо людям просто некомфортно прерывать твой какой-то процесс, вмешиваться. Вот это самая нормальная тема. Вообще, как говорил Виталик, Tattoo Market, я тогда не предал его словам много значений, а он умную вещь сказал. Вы дебилы, что вы ездите, ничего не продаете на конвенциях. Работать вы и в студии можете. Что в этом есть смысл? Виталик, он человек постарше, он шарит. Я вот такой был, я нихуя не понял, что он сказал. Я все равно поехал просто так. Потом продавали какие-то футболки, я такой думаю, блядь, деньги, смотри. Да, даже с тряпок. И все равно ничего не понял, короче. А по шмоткам дольше не думал двигаться, что-то делать еще, все? Шмотки не брали. Отпустила? Шмотки — такая тема, типа шить просто футболки с логотипом NBK. Нет, а вот кимоно какое-то такое... Это реально, это целая прям профессия. Это не легче татуировки, и там нужно прям жить, чтобы все хорошо было. Можно делать как у всех или плохо, но оба варианта мне не интересны. А если запустить и делегировать? И иногда просто вмешиваться? Так ты пока запустишь, ты посидеешь там. Ну ты посидел, пока запускал его? Ну я охуел нормально. Да? Да. Ну ты же не один это делал или сразу один? Мы с Игоречком вдвоем. Помирать так вместе подумали. Ну слушай, да вывезли, хорошо же. Ну он хорошо вывез. Я столкнулся с тем, что то, что я хочу шить, не печатать там. И... В общем, у меня был крой тяжелый. У меня были идеи, да, вот у меня это были всё. тяжелые идеи, меня люди не понимали. Я пытался донести что-то, получалось все время не то, и в итоге это была дичь просто. Это выкатывалось все либо долго, либо не выкатывалось. И там не про принты было. Там мне нужно придумать какую-то необычную вещь, крой, какие ткани. А я нихуя не понимаю.
Ты делаешь из одной ткани — это одна вещь, ровно эту же из другой ткани — это вообще другая вещь. Как бы те, кто занимается, скажут, ну, блядь, вода мокрая, капец, инфа, да? А я вообще не знал это. Ты думал, черная ткань, она черная. Только не надо брать теплую, ту жарко будет. Вот что я думал, понял? Оно так не работает. Если бы ты был не татуировщиком, то кем? О, хороший вопрос. Я думал про эту штуку постоянно. У меня, знаешь, у меня есть crazy идея. Я бы делал доспехи. Реальные доспехи. Потому что, мне кажется, надо делать то, где чем еще не занимается. И, ну, тут мало кто делает доспехи, потому что они объективно мало кому нужны. Но когда тебе для какой-то цели нужны доспехи, ты понимаешь, что выбор из там по миру 2-3 человек. Если ты один из них, кто делает пиздато, чувак, ты можешь, мне кажется, не знаю, это идея ёбнутая, но мне просто очень нравится. А для какой цели, на твой взгляд, должны Блядь, быть доспехи? чувак, для любой декорации, кино, это могут быть какие-то просто интерьерная херня, это могут быть косплей, например, если ты делаешь не эти из говна и палок, когда там все на поролоне, а из реально каких-то там с 3D-принтером, с какими-то отбитыми листами, какие-то прикольные спехи, которых не стыдно и клип там снять, да? Но это другая история, это какое-то искусство. Просто есть чуваки, которые делают, например, мечи. Мечи это вы же просто делали тоже мечи популярно. какие-то. Это же не поднимает тему. Вот, как бы, ну, людям нравится, блядь, меч, круто, блядь, у меня меч, знаешь? А доспех геморрой делать. Никто не хочет делать геморрой, потому что там, где ты сделаешь 10 мечей, ты сделаешь один доспех, и у тебя, блядь, крыша поедет. Тебе нравится геморрой такой, да, Да, заниматься? мне нравится, когда тяжело. Я, блядь, сумасшедший, я знаю в этом плане. Что-то легко, не надо это сразу же, серьезно. Это такая чушь. Я в Германии, блядь, поэтому... Ну нет, серьезно. А Харина такая же хуйня, она тоже говорит, если что-то получилось, то это уже мне не нужно. То есть ты ищешь, получается, изначально то, что очень долго делаешь, чтобы пиздато. Ну, какой смысл делать то, что ты сделаешь за один вечер? И что? Не хочешь искусством заняться так плотненько вообще? Я тебе скажу, там, в принципе, нахуй, А там нет нету предела планки. Я же тебе говорю, да, совершенства. ты можешь делать татуировки классно, но рисовать бесконечно можно учиться. Пиздец, как вообще. Всю жизнь, нахуй. С татухами не остыл, не перегорел, не надоело? Да, местами есть какие-то такие моменты, где уже что-то не нравится. Знаешь, бывает такая история, где взял какой-то проект, а потом думаешь, бля, нафиг я его взял? Это делал 1000 раз, и уже не интересно. Сидишь уже из-под палки сам себя, подгоняешь это делать, а бывает что-нибудь прикольное. Поэтому не могу сказать однозначно, вроде как раньше, наверное, были года, когда тебе нравится вообще все, тебе скажут, набей просто там 3 полоски, я набиваю, и мне с каждой полоски кайф. Просто. И сейчас я уже так выборочно кайфую, да, но кайфую. Нет там, как вот я посмотрел у Вали, она рассказывала, что типа уже подустает. То есть это суммарное ощущение. У меня суммарного ощущения пока нет. А сколько ты в индустрии? С 2010 или 9-го? 9-го, Нормально, да, 9-го. нормально. Выгорания были, ловил хоть раз? Ну, такие кратковременные, да, были. Но это было в России уж, там, чувак, там пиздец, там был просто студия, цех, Patreon, это был пиздец, честно, такое. Как бы, когда тебе платят куча людей деньги, и тебе надо что-то выдавать, это ответственность, которая на меня давила сильно. Может, кому-то было пофигу. С Горбуновым общались, сейчас проходит эту стадию. Что же, Patreon, Boosty, он все это делает, говорит, давит. Дима, бросай, эти деньги там не стоят. Это ты из будущего, уходи оттуда. Потом, я сам делал тату, я сам себе менеджер, у меня никогда не было менеджеров. Я еще постоянно какой-то шляпой занимался просто на приколе. Там то спортом, то машинами, то там ремонт в квартире, там все там, знаешь. А, ты же еще любишь, да, ручной труд, сам вот эти какие-то деревяшки Да, поколотить. что-то там было. сам еще, маски еще эти были, помнишь? То есть там- Неугомонный. А вот ты видишь, вот вначале, помнишь, мы за это вот переехал, типа, и от половины как-то получилось отречься. Это как-то само произошло из-за того, что просто новая обстановка? Или ты такой, Слушай, как ты это понял, что типа, Цех блядь, надо, вот. цех, нету доступа к конструкторам, я не разрабатываю вещи. Я разрабатываю вещи, бренда нет. Все. Цех отвалился. Студия, все, кого я знал, ушли, новые люди были бы только на приходе, и я с ними даже не ознакомился. Как я буду менеджерить их существование? Никак, потому что их знает лично менеджер, который там живет. Все, отваливается. Отвалилась куча клиентов, естественно, которые начаты, я их распачковал по своим пацанам. Они их, да, делали, нормальные там у нас есть ребята. Ну и всякие такие моменты, какие-то просто бытовые тоже тут. Они просто все отлипли. Нет доступа физическому к чему-то, ты уже все, забываешь сразу. Ты с 2009 года бьешь, а студийка с 2011 года, да? 13-го. 13-го? Она открылась раньше, вот там в логотипе 2013, первый год, когда люди начали присоединяться. Потому что, типа, технический коллектив, когда ты не один. В 13-м пошли люди. То есть 4 года, и ты уже основал студию, получается. 3, наверное. Да, когда в 10-м открыл, да. Бля, это очень быстро так-то вообще. Да, мои все друзья бухали пиво и дули травку. А ты делал И бабки. я
буду в подвале делать тату-студию. Все такие, ты еблан. Говорю, нет, это вы ебланы. Где вы Да, теперь? где вы теперь? Я был на концерте Панасенкова вживую. Это пиздец полный. Это, блядь, это сумасшествие, чувак. Я ничего, блядь, более смешанных чувств в жизни не испытывал. Это просто сумасшествие. Ты плакал или смеялся? Мы в ахуе Что за были эмоции у просто. тебя? Он такой черт. Я не знаю, если у нас есть эфирное время, я расскажу всем. По Панасенкову есть два отряда, как сказать, два лагеря поклонников. Первые — те, кто им восхищается, потому что он маэстро, он образован, он знает все. Вторые — те, кто притворяется, что они им восхищаются. Тем самым они подогревают вот этот его нарциссизм и все прочее, что из него льется. И я думал, если я приду, кто там будут, тролли или вот эти вот все люди в пиджаках. Я хуй понял, там такие разные люди были. Я просто пришел там с улыбкой стоял. Этот пидорас опоздал. Мы стояли там, не знаю, минут, наверное, 30-40, пока впустят. И там такие странные люди. Там от каких-то чисто дико ботанов, которые реально с его книгой пришли, до каких-то чипов, которые одел был в Амстердаме. Они накуренные, это не видно. Они выпили, они там все. Там, у них они уже наверное, такие стоят ведь просто. А это историческая лекция, чувак, с оперным пением и стихами. И типа вот такие пришли, то есть не вообще не туда шли, понимаешь? И они прям хотят туда зайти. Я понимаю, что будет дичь какая-то. Мы пришли, нас впустили, и он еще и туда опоздал. Он не выходил на сцену долго. Сидел чувак на сцене, какой-то пианист, потом он играл на пианино очень долго. Вышел этот Ферзь, всех поблагодарил, что они потратили деньги, чтобы приехать сюда. Что-то там спел, как смог, и говорит, и сейчас посмотрите слайды. Он уходит со сцены, он врубает подборку, блядь, своих нарезки с рилсов, сука, с Ютуба. Понял? И типы сзади начинают ржать, короче. Ты ходишь, просто какой-то сюр, блядь, вы заплатили деньги, ты опоздал, ты вышел, ты, блядь, просто подудел что-то пару минут и включил эту хуйню, все таки начинают ржать, пожали чуть и смотрят, типа, а там он природой наслаждается, ходит, типа, фоткается, знаешь, такая чушь, блядь, какая-то бабушка какой-то коллаж собрала. Вот такие, блядь, ладно, ну может, хуй знает, может, так предусмотрено. Он выходит, опять плохо поет, говорит, и уходит. Опять. И опять включает, и говорит, сейчас я вас оставлю наедине с прекрасным молодым человеком. Ну, кто-то еще выйдет. Он врубает опять эти слайды, но другие. Это пиздец, это очень плохо, это прям очень плохо. И он выходит и начинает затирать, что организатор концерта ему предлагал, без малого ему отсосал там. Такие, блядь, чего? Я не знаю, как это со слов слышится. Это кринж какой-то Там лютый. это, блядь, это вообще... Да хуй ты туда пошел-то вообще? Что ты ждал от этого? Кринжа хапнуть, ну мы прям передоз был. Это, чувак, это первые минут 10, я тебе рассказываю. Это пиздец. Как концерт шел? Короче, он уходил каждые минут 5. Это эти большие перерывы, включил какие-то слайды. Сколько это шло? Да хуй знает, там мы через час с чем-то ушли А, просто. ты не дотерпел, да, до конца? Охуели. Он, короче, каждый раз выходил, говорил, что ему вот отсосут. Но он прям очень недвузначно намекает про оральный секс с этим организатором. Постоянно уходит, сидит все это время чувак. Такое ощущение, как будто сзади за ширмой на него пистолет направили, и он это знает. Он сидит и не двигается, пианист, знаешь. Он играет, когда ему скажут. Это, блядь, такой сюр. Хотел спросить, да, как ты проводишь свое свободное время, но я уже услышал. Да мы столько тут всего увидели. Тут в Европе столько всего. Ты ходишь на Панасенкова и кайфуешь просто. Там такой черт. Мы хотели сфоткаться с Настей вдвоем из Панасенкова, поставить эту фотку в рамку в прихожей, что типа. Мы не вывезли, да пошел он в жопу, мы ушли просто. Даже купили у него открытки, на которых он расписывается, что в следующий раз с ним подойти. Мы их выкинули просто. Одного кумира мы твоего уже выяснили, кто это. Есть какие-то ориентиры вообще в татуировке, в бизнесе, примеры вообще на какие-то ориентировался до этого? Или сейчас Кем-то ориентируешься? вдохновляешься, может, Короче, там, я не смотрю чужие работы практически, только Да друзей. даже не только в татуировке. Вообще, я рисунки не смотрю. У меня есть такая тема, у меня сразу же образовывается зацикленность. Я что-то нашел, и оно прикольное, у меня сразу же голова на этом зацикливается, у меня рука пытается это отрисовать также. Из-за этого я смотрю по минимуму и только-то в общем. И тем более я уж не смотрю татуировщиков, смотрю какие-то просто картины, отстраненные арты, что угодно, не про татуировки. И то по минимуму. И пытаюсь рисовать все сам. А с Японией вообще все прикольно. Ты можешь посмотреть, в принципе, что из себя представляет там условный там Баку, такой лев, там, тигр, блядь, все там и слон у него хобот там, да, к примеру, да, это чудо-юдо. Посмотрел какую-то гравюру, все. Вот дальше не иду, я знаю, как сам делаешь там что-нибудь. А если не в тату-индустрии, не касаясь татуировки, вообще в целом в жизни? Я не умею фанатеть ни по кому, мне кажется, это больная тема, что ты чей-то фанат. Или там чем-то прям Не фанатеть, следишь, вдохновляться, как-то как бы мотивироваться. Не знаю, нет. Нет такого? Давай под конец расскажи анекдот подписчикам. Это анекдот очень понравится Насте, моей жене любимой, потому что я ей
насильно я его рассказал уже раз 50, наверное. Только начинаю, она уже убегает просто. А Тогда она будет смотреть. Может быть, начнем выпуск с Поэтому этого? это пранк. Рассказывать анекдоты в 2024-м — это уже кринж, да? Смотрите, короче, чувак хочет себе сделать ремонт дома. Не знает, к кому обратиться. Настя уже вырубает видео на этом моменте. Вот, и ему друзья рекомендуют, говорят, у меня есть таджики, бригада, вообще вот такие ребята, просто. Они всем делали ремонт, все круто, давайте я прораба его пришлю к вам, вы пообщаетесь, познакомитесь, все нормально. Ну, давайте, раз по знакомству рекомендуете, почему нет? Приходит таджик, прораб, чувак ему показывает квартиру, говорит, слушай, вот, хочу здесь, чтобы было это, тут, чтобы то было. Тут вот так, вот так, вот так. Все согласовали, а он думал, блин, таджики, мало ли чего они не так сделают. Что-то начинает его спрашивать, а он говорит, нет, все хорошо будет, все будет хорошо. Он такой, блин, ну ладно, ну по знакомству хрен с ним. Говорит, только я контролировать даже не смогу, я в отпуск уеду. Чтобы приеду, все готово было. И он такой, все будет готово. Согласовали, дал ключи, уехал, проходит там сколько-то месяцев. Чувак возвращается, он переживает, думает, блин, что там? Я же вообще их первый раз в жизни вижу и считаю, ну, просто на готовое. Заходит, и у него красота. Все вылизано, все, 90 градусов, любые затыки, откосы, все четко. Вообще все красиво, просто не доебаться. Они ходят с этим прорабом, он ему все показывает, работу принимает, говорит, бля, ну вы красавцы. И доходят до ванны, а у него унитаз на потолке. Он говорит, типа, чуваки, ну как бы, конечно, все хорошо, но... Он говорит, а таджик, ну типа, что? Ну, что? Говорит, как у вас унитаз на потолке, вы что, типа... Что за? Он говорит, а что такого? А там унитаз, кстати, и такие 2 ручки на потолке, знаешь, как, типа, чтобы держаться. Он говорит, и как это использовать-то вообще? Вы о чем думали, когда делали? Как это? Ну, просто. Говорит, сейчас я покажу, если хочешь. Таджик, короче, берет, так вот, переворачивается еле-еле, как-то прислоняясь, руками себя прижимает, начинает ссать, и срать с него все стекает, все вниз на пол, в кучу, и он падает в нее же. Говорит мужику, ну да, хуйня какая.